Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что скрывает август? Внезапные события августа. Что вы не сможете проигнорировать, мои дорогие Весы? Что будет для вас неожиданным и поворотным моментом в вашей жизни? Ну и август у нас будет самым насыщенным месяцем года за счет коридора затмений. И новолуние, которое у нас происходит 12 числа в знаке Лев, совпадает с полным солнечным затмением в этом знаке и открывает коридор затмения. И новолуние – это всегда новые энергии, это уже какие-то новые смыслы. И полнолуние, если мы говорим 28 числа, коридор затмений, да, совпадает с частичным лунным затмением в знаке зодиака Рыбы. А полнолуние – это подведение каких-то итогов. Это то, что было скрыто, выходит на поверхность, наружу и настаивает на том, чтобы мы что-то и пересмотрели, и словно высвободили какую-то энергию. Я должна сказать, что Венера очень гармоничное для вас время, потому что Венера в вашем знаке зодиака 7 числа. Она как вам помогает. Это будет касаться, может быть, любых вопросов, особенно для вас. И вопросы дома, и вопросы, может быть, даже по работе, какие-то сложные беседы, контакты, может быть, и контракты. Вот здесь вам зеленый свет. Ну и помогает еще дважды Солнце в Деве с 23 числа. Это критическое мышление. Сезон порядка открывает. Гармоничные земные энергии. Не просто так вот что-то представить, да, этого как будто мало, а именно и согласовать, и упорядочить, и обустроить, ну, может быть, и адаптироваться. Итак, первым у нас, конечно, идет пасьянс старинный, да, и рассказывает, и показывает, смотрите, у вас буквально с первых значений Солнце. Шикарно. Солнце – это всегда как значение выбора правильного направления. Поэтому для кого-то из вас сейчас будет именно, может быть, из первых дней августа, как вот вы сами что-то хотите совершить для себя, или есть какая-то у вас, может быть, идея. Кстати, у вас выпадает нож, да? Переверну обратно. Но это может быть какая-то ссора. У кого-то примирение может состояться. Для кого-то из вас может быть и непростой путь, когда вы для себя вот уже, как, знаете, какую-то палитру ваших действий сложили, ваших предпочтений, но с вами не все согласны. Ну, давайте пройдем дальше и посмотрим, что нам еще расскажут и покажут карты пасьянса. А договариваться нам уже говорят, придется, как-то так складываются обстоятельства, потому что ничто не должно помешать вашему солнцу или осуществлению какого-то вашего плана. Может быть, и нам придется быть дипломатами, а вы, мои дорогие короли дипломатии, и поэтому у вас, как вам карты в руки, я не исключаю колокол, что для кого-то из вас это будет неожиданное известие. По колоколу это либо, к примеру, что-то происходит в судьбах людей, которые вас окружают, или что-то вот мы слышим в окружающей как обстановке, средства массовой информации. И ничто у нас в августе не случайно. Значит, то, что происходит вокруг вас, так и то, что происходит, может быть, в судьбах людей, каким-то образом все равно вот на вас оказывает влияние. То есть для вас все то, что вы слышите, где вы оказались, может быть, в течение августа, это имеет более глубокий смысл. Поэтому проанализировать определенно стоит. Я вот, кстати, не вижу очень много значений, но, видимо, таких вот поворотных моментов, да, Солнце. Не случайно, если уже раньше выпадало, если в гаданиях Солнца говорили, иди, дорогой, у тебя все хорошо. Потому что так или иначе все каким-то образом, ну, как говорят, перемелится мука будет, да. Вот тут и тоже где-то что-то обустраивается. Но, значит, еще и будут сопровождать вас, возможно, какие-то новости, которые могут быть для вас неожиданными. Вот мы сейчас раскроем на картах Таро, с чем это связано, возможно, и с кем. Но есть какой-то такой момент, который, ну, нам придется это принимать во внимание. И кто знает, может быть, это судьба расчищает вам путь. И даже если мы слышим какую-то новость, которая нас поначалу, ну, как ступор, да, мы входим. Мы не знаем, что нам делать, или мы не знаем, как с этим правильно взаимодействовать, то в конечном итоге для вас все равно все сложится хорошо.
Кстати, я не исключаю. Вот я сейчас вижу, древко совпало. А древко – это у нас ожидание. Может быть, это правда у кого-то совпадут вопросы, которые связаны с документами или с какими-то, ну, как номенклатура, да, хочется сказать, или регламент. Нам нужно подождать, или нам нужно как пройти какую-то цепь согласований. Ну, такое тоже бывает. Но, значит, не все темы. Я, кстати, должна сказать, у нас еще Плутон, планета, которая одна, как из провластных планет, которая оказывает влияние на нашу судьбу. Она в ретро-движении. И нам говорят, что не все темы, которые ты задумал, будут решаться именно в августе. Тут, скорее всего, что-то растянется до середины октября. Ну и Сатурн, владыка кармы, мои дорогие, у нас тоже, опять же, в ретро-движении почти до конца года, до 11 декабря. И значит, часть задач может быть решена, как и в августе, но часть перенесется до середины осени, а еще часть что-то будет как до конца года. Ладно, давайте мы с вами узнаем. Так что же скрывает август? О чем вы не знаете, вы не предполагаете, но явно вам придется либо в этом участвовать, либо заниматься. Ну и, соответственно, что уйдет, а что придет взамен, что будет продолжаться, в чем ваша сила, в чем ваша фортуна, или в каком деле, в каком вопросе, в сфере жизни сейчас высшие силы на вашей стороне буквально вам помогают. И последняя карта. А что же внезапно? Вот узнаем. Может быть, вот этот колокол. Что как поворотный момент в вашей судьбе. Итак, что скрыто? А вы пока не видите какую-то новость. Вы пока не видите, что в вашей жизни какой-то действительно будет такой пункт. Может быть, это будет связано, кстати, с работой. Или с документами. Все-таки жезлы, дела, работы, бизнес. Или откуда к нам приходят деньги. Вы можете даже услышать новость, например, да, ну, если у вас было взаимодействие с каким-то человеком, допустим, у человека что-то там происходит в жизни, но, видимо, ваш общий какой-то проект, то тоже может быть затронут, да, и вам придется какие-то правильные решения принимать. Но ведь часто туз жезлов – это именно возможность, мои дорогие, что-то переиграть, что-то обустроить. И, кстати, по этой карте тут нам говорят, то, что ты узнаешь, тебя весы как бы побудит к каким-то действиям. Вообще мы можем наш расклад заканчивать. У вас какой-то судьбоносный момент, и, конечно, мы все разные, расклад общий. У вас как дорога к солнцу. Всегда, когда выпадает солнце, я говорю, не случайно, выбор правильного направления. Но именно с 12-го перед нами, как пространство Вселенной, открывает 6-месячный именно новый цикл. 6-8 месяцев, кто смотрит мои расклады, вы часто слышите именно эту фразу. И здесь как бы дважды, потому что это еще и совпадает с солнечным затмением, с коридором затмений. У вас именно вторая половина года, мои дорогие весы, она не будет похожа на первую. И где-то астрологически это тоже совпадает. Но тут ведь нужно с чем-то определиться. Вот что скрывает август. Значит, вы будете поставлены, знаете, как точка X. Точка невозврата к чему-то, но одновременно это будет точка нового отсчета. И тут будет у каждого по-своему. Возможно, тут вообще, знаете, солнце. Тут могут переплетаться все сферы жизни. И личная жизнь, и работа. Может быть, вопросы, связанные с недвижимостью, с домом, с местом вашего пребывания, или какие-то важные документы, важные контакты. Но вот, правда, ничто не происходит просто так. Для вас важно все. Давайте узнаем, что уйдет. Для кого-то из вас мы часто говорим по четверке жезлов, что это праздник после победы. Я могу сказать, что значит у вас будет какой-то пункт, который вы можете как до ума довести, да? Но либо это потом видоизменится, либо у вас какие-то новые смыслы действительно появятся. В чем-то вы можете поставить точку. Конечно, мы будем говорить праздника, вот какого-то фурора, может быть, он тоже уходит. Уступает место более прагматичным энергиям или, знаете, может быть, это для нас и открывает, несомненно, какое-то новое будущее. Но именно в августе, мои дорогие, тут не совсем до праздника. Вот этот момент я тоже могу предположить. А для кого-то из вас именно по жилью окончательное какое-то решение. И то окончательное, конечно, может быть разное. Имеется в виду у кого-то до ума довести, да, документальные вопросы,
или что-то по жилью, может быть, обустроить, завершить ремонт, например. Почему нет, да? И да, мы это завершили, это от нас уходит. Но кто-то ведь задумается о переезде. Вот что уходит. В вашем доме. Может быть, это относится к далеким родственникам. Семерка мечей. Мы говорим, карта хитрости, обмана. Вот это уходит тоже. Может быть, были какие-то сложные темы, недосказанные, недоговоренные. Вот это сейчас как проигрывающая сила. Может быть, и ваши какие-то важные выводы, которые вы будете делать по тем людям, которых вы очень хорошо знаете. Одиночество у кого-то уходит, мои дорогие. Что уйдет? По аркану отшельник мудрость еще идет. Ну, будем надеяться, мудрость никуда не уйдет. Но вы знаете, отшельник, он действует сам. Так вот это тоже уходит, проигрывающая сила. Причем это старший аркан. Он никогда не проигрывается ровно на тот срок, который мы рассматриваем. Поэтому для кого-то из вас это будет, карта говорит, весы. У вас будет какое-то взаимодействие, как минимум, с одним человеком. Да? Может быть, этих и пару будет человек. Может быть, это конторы, офисы. То есть, если твоя прежняя, как, течение жизни или твое прежнее общение, оно больше сводилось к тому, что ты как был немножко сам по себе. Вот это тоже уходит. То есть тогда переложим вот это значение одиночества, или когда свой жизненный путь вам придется корректировать с учетом планов других, с учетом открывшихся обстоятельств, с учетом, опять же, того, что для себя, как не упустить нужно. Потому что все же проигрывающая сила – это когда вы как будто не взяли что-то свое. Или когда у вас прежде не получилось что-то совершить, и вы уже на что-то махнули рукой. Вот здесь может быть такой как бы пересмотр какой-то темы. И, правда, победа и праздник. Вот тут, понимаете, не стремитесь в период как минимум августа что-то получить очень быстро. Как вот сейчас у меня победа, я в этом ставлю точку, все, а дальше будет так вот, как-то своим чередом. Я об этом не буду думать. Нет, так не получится. Вот это именно как сила, как вот такие энергии. Получил победу и все, баста, я уже теперь отдыхаю, что называется. Нет, вот так тоже не получится. Это как проигрывающий момент. Будьте внимательны. Значит, придется, может быть, не раз что-то переигрывать, передоговариваться, где-то рассматривать альтернативный вариант. А что придет взамен? Тем не менее, шестерка. У вас придет какая-то другая победа. У вас в каком-то другом ключе будет развиваться палитра событий. У вас в каком-то другом ключе могут быть победы буквально, достижения по работе или по вашему, может быть, и творчеству. Среди вас много творческих людей. Что придет взамен? Кто-то начнет учиться, мои дорогие. Может быть, эта учеба будет связана с освоением новых технологий, цифровых технологий. Эфир, пространство, интернет всегда проходит по этой карте. Для кого-то много дорог, много перемещений. Может быть, вы куда-то поедете, задержитесь на какое-то время, потом вернетесь назад, потом снова поедете. То есть тут, наверное, или самих как бы мест будет много, и они будут разными. Здесь вы будете рассматривать все-таки, я вижу, новые варианты, может быть, сотрудничества. Вот это приходит взамен. Ведь эта карта нам о чем говорит? Мужество, мои дорогие, потребуется. Это искусство первого шага, именно решиться на что-то. Мы ведь пока не можем что-то просчитать, но уже перед вами открывает какую-то новую дорожку, новую стезю, тропинку, может быть, которая поначалу нам кажется так, знаете, шатко-валково, еще непонятно, 50 на 50, получится, не получится. Слушайте свою интуицию, потому что будет, как бы придет взамен, какие-то новые горизонты, новые возможности, но и новая степень адаптации. А вам как по справедливости. Правда, вот эта семерка, которая выпадала к вопросу, что уйдет, там ведь иногда так и бывает, забрать свое, да? И даже Чиро Маркетти нам на этой колоде изобразил, обратите внимание. Всего 7 мечей. Молодой человек 7 забирает, а как будто 2 возле лисы остаются. 2, это, видимо, лисе принадлежат, а ему 5. Вот есть, когда, какая-то ваша судьбоносная история. Кстати, это может быть совсем не то, о чем вы думаете, с учетом аркана справедливость, а это как раз карма. Тут все то, что связано с прошлым, причиной и следствие. Поэтому у кого-то могут проходить очень важные согласования, может быть, в судах, да?
или какая-то тема, когда вам потребуется помощь адвоката, или когда потребуется знание закона, вам что-то нужно будет, что придет взамен. Приготовьтесь к тому, что, может быть, вот эти месяцы, последующие полугода, вы будете как раз что-то организовывать или с кем-то встречаться, согласовывать, наводить справки. И вот прежде вам это не получилось, а теперь вам судьба вот что дает взамен. Она вам дает возможность, именно ту, которой прежде не было, мои дорогие. Будьте внимательны. Здесь как какая-то помеха уходит из вашей жизни, но здесь нужно поступать по закону. Здесь, знаете, даже карта говорит, чем у тебя больше бумаг правильно оформлено, тем ты спокойнее спишь, весы. Поэтому весы, опять же, да, где-то нам говорят, что договариваться придется. И точно, мои дорогие, либо какой-то компромисс вам скорее придется рассматривать, или фактически делать его, да, договариваться, опять же, с кем-то. Но для вас совершенно новые пути дорожки открывает судьба. Что будет продолжаться? Карта сила. Вот, кстати, эта карта Солнце в Деве 23-го, я говорила, августа. И вот этот сезон порядка. Это карта, кстати, для тех из вас, мои дорогие девочки, это чаще карта женской силы, для тех из вас, у кого сейчас, ну, может быть, новые отношения, например, да, или какие-то непонятные отношения, но даже где-то, да, для тех, кто в паре сейчас, это ведь иногда проходит страстное желание со стороны мужчины именно быть с этой женщиной. Мои дорогие мужчины, да, тут вот может проиграться женщина, с которой вы хотите быть вместе. Поэтому, мои дорогие девочки, вы здесь, ну и Венера в вашем знаке, вам дарит особую привлекательность, особенную какую-то грацию. Вас будут замечать люди противоположного пола. Ну, вот нужно быть, это ведь критическое мышление. Даже если кто-то без ума от вашей красоты, да, от ваших прелестей, или вы кому-то приятны. Но тут все-таки энергия ведь как у мага, холодная голова, мои дорогие. Да, нам тоже говорят, договариваться придется. Может быть, по какому-то союзу, не случайно лев на короткой цепочке, а лев прообраз нашего эго. Нам приходится, может быть, как и с львами договариваться, но я имею в виду не буквально знак зодиака лев, хотя кто знает, может быть, у кого-то и так проиграется, но это с людьми разными. Может быть, с людьми, которые наделены властью, все-таки лев – это власть. Но и собственные эмоции придется держать на коротком поводке. Посмотрите, сколько у вас старших арканов. Причем это 3 таких очень знаковых аркана. А уходит именно отшельник. Отшельничество какое-то у вас завершается, по крайней мере, в течение августа. Это уже время других энергий. Так что же будет продолжено? Давайте раскроем карту сила. Ну, уже нечего раскрывать. У кого-то будут решаться, правда. И продолжены будут. Может быть, все не решите, как я говорила. Тут мы, может быть, и хотим в один момент, чтобы у нас так это все как-то уравновесилось. Но будем реалистами, всегда к этому призываю. В нашей жизни так очень редко бывает. Хотя бывает, почему нет? Пусть оно будет, конечно, но приготовьтесь к тому, что я говорила, как по ретро-Плутону до середины октября. Мы ведь спросили, что будет продолжаться, а может быть, какие-то темы и до конца года, вот так шаг за шагом, планово, я бы сказала, не в спешке, не галопом, будут постепенно проясняться. Но для вас, вы посмотрите, это ваша сила и решение очень важных вопросов. Это по максимуму. Десятка кубков у нас всегда проходит как изобилие, процветание, теплый уютный дом. Это даже, знаете, гармоничное рабочее место, я бы сказала. Особенно для вас, мои дорогие весы. Здесь вот именно жизнь наполнена гармонией. Но и, видимо, вот эти все планетарные транзиты, даже если что-то не совсем гладко или где-то, но нас заставляет сомневаться, задумываться. Но перед вами, что касается судьбы, открывают совершенно новые возможности. Поэтому будет очень важно не отказаться, в чем вас поддерживают высшие силы. А вот во всем том, что мы называем с элементом новизны, по пажу жезлов, пажи – это вестники, здесь какая-то тема, которая касается денег. Вам сейчас, ну, наверное, как провидение или Вселенная вам будет
оказывать. Может быть, в виде каких-то совпадений или прихода новостей, конечно. Но тут же самому себя вот, да, нужно сориентировать как на новое будущее. Может быть, это даже по работе, если мы говорим. Кому-то из вас доведется решать те вопросы, которые, может быть, раньше бы вы сказали, нет, я этим не занимался или не занималась. Так вот, для кого-то могут открыться совершенно новые перспективы, потому что на работе что-то меняется. Для тех, кто ищет работу, вы можете найти работу, но тогда надо рассматривать альтернативные варианты железно. Может быть, даже рассматривать те, которые потребуют от вас согласований, получения некоторых сертификатов или прохождения каких-то курсов. Вот здесь это вам все прямо как Бог в помощь, правда? И в конечном итоге это выравнивается ваша какая-то траектория по части денег, в чем вам еще высшие силы помогают. Но и в любви. В любви. Эта карта, кстати, семейная чаще всего, да, и у нас кубковые карты, это придворные именно карты, они обрисовывают кого-то из наших близких. Значит, какие-то темы, которые были, ну, может быть, с учетом этой карты, связаны с детьми, может быть, и с родственниками, но ведь это карта любящего человека. Порой, правда, я говорю, это карта ожидания. И, может быть, вам придется так очень здравомысляще оценивать некоторые события в августе месяце. Что для меня это значит? Бесплодное ожидание или действительно регламент по документам, как я говорила, да? Вот такая аналитика. Вам придется, видимо, самим, ну, где-то вот эти две дорожки или ожидать и ничего не дождаться, или это действительно реально есть предпосылки, нам нужно именно выждать, да, какой-то регламент. Вот вам придется где-то себя настроить, да, и на первое, и на второе. Но иногда это карта того любящего человека, кто способен на самопожертвование. Вот поэтому, да, мы когда про себя забываем и именно для кого-то делаем много добра. Ну, может быть, вот такие вопросы вам придется тоже пересмотреть. Как будто карта говорит, настаивает. Да, опять же, это тоже ожидание. Мы можем кому-то помогать в надежде на то, что завтра нам придут на помощь. Можно ждать всю жизнь. И в итоге мы до бесконечности помогаем, а помощи никакой не видим. Вот и такие темы, мои дорогие, вам как высшие силы помогают для себя какую-то подобную ситуацию прояснить. Да, здесь будет не одна новость, и я бы сказала так. Все то, что вы слышите, средства массовой информации, или то, что как внутренний инсайт, какое-то решение к вам лично приходит. Вот поверьте, даже мысль будет каждая ваша не случайно. Ну, может быть, интуиция, мы говорим, да? А что такое интуиция? Это тандем, интеллект и пережитый опыт. А по этой карте, я говорю, нам как будто пора сворачивать. Нам нужно менять. Ну, или походку, будем говорить, я условно. Надеюсь, вы понимаете мой сленг. Ну, раньше мы что-то делали привычное одним образом, а теперь нет. Вот теперь как раньше, так не будет. И вы как будто не можете как-то повернуть, да, время вспять. И это не случайно. Наш паж держит меч и как будто показывает меч направление тебе с этого момента в другую сторону. Более того, здесь два голубя, и это и есть какое-то благополучие, и когда какую-то даже тему, мои дорогие, у вас наступает время, ну, в таких, может быть, спокойных энергиях, как вы это умеете, вы великие дипломаты, проговорить, но ее, как знаете, не задвинуть, не оставить на потом, не сказать, не, я буду с этим разбираться потом или завтра, или, ну, не хочу я тут обострять какие-то отношения, а вот, видимо, нет, вам помогают высшие силы, наоборот, найти в себе силы, и, может быть, даже для кого-то это будет неожиданно, когда вы поднимаете на поверхность какой-то вопрос, причем это ведь холодная энергия, холодная голова, когда мы без эмоций обсуждаем какую-то тему, и мы для себя проясняем, куда же, в каком направлении я иду. Очень символично. Две карты Солнца. В этом прямо божественная помощь. Что внезапно, что неожиданно, как снег на голову. А вот какая-то персона, тема, кстати, у нас пары выпала. Королева кубков и король кубков. Поэтому для тех, кто в отношениях или в отношениях, здесь тоже может быть связано, кстати, с какими-то новостями, с вопросами, которые касаются детей, пожалуй, это у нас еще и дети.
или одновременно какая-то история ваших взаимоотношений. А что это такое? Что для вас внезапно? Здесь может быть какое-то предложение, хочется сказать, или совместный проект с конкретным человеком. Причем проект может касаться, ну, я допускаю, личной жизни все-таки, да, вот как первая карта, но жезлы нам говорят, что здесь может быть все взаимосвязано. И документы, и работа, или откуда к вам приходят деньги, или вы будете какую-то ситуацию вот так вот рассматривать с разных сторон. Так в чем же эта внезапность? Королева Пентаклей. Для кого-то из вас это будет вопрос дома, с творчества. Как ни странно, королева Пентаклей иногда тоже символизирует, опять же, наших близких супругов, да, или какая-то история. Но это не совсем вот эмоции, да, вот от начала до конца, если мы говорили по королеве кубков. Это как какая-то реинкарнация, может быть, для вас, которую необходимо более с таких практичных позиций вам решить с конкретным человеком. И это будет касаться именно каких-то взаимоотношений, когда словно двое, может быть, меняются планы ваши и еще конкретного человека. Даже если вы люди семейные, но все равно у каждого какие-то есть свои предпочтения. Значит, вы, может, действительно будете какой-то общий план вместе отстраивать, каким образом, да, будут развиваться наши отношения. Или вы можете, кстати, собираться в какую-то поездку. Вы, для тех, кто люди семейные, вы можете надумать о том, что, в принципе, поменять, может быть, жилье, или куда-то отправиться, или кардинально переехать. Да, и вы, какой-то будет у вас диалог, мои дорогие, внезапный, именно потому, что вы услышите какую-то новость. Может быть, и не одну. Одна новость, а следом еще одна прилетела. И когда оба понимают, тут у нас все-таки пара выпадает, хоть немножко в разных энергиях, но все же пара, которые двое прекрасно понимают, что есть то, что нас объединяет, и есть еще какие-то темы нерешенные, есть у каждого свои предпочтения, и тем не менее, несмотря на то, что мы разные, мы вместе смотрим в одном направлении. И вот у вас какой-то лабиринт заканчивается. Внезапно вам придется принимать важное решение, и это будет связано, правда, и с новостью, или с решением какого-то человека. И, может быть, от этого решения будет, знаете, зависеть, что кто-то сменит как общество или общность вашего окружения, кто вас окружает. Кому-то как раз и придется либо поехать куда-то, или саму себя перенастроить на новый лад и, возможно, что-то еще изучать. Или изучать, чтобы, допустим, где-то найти работу. Может быть, эта работа даже где-то будет как и с личной историей, так и рабочей. Или наоборот, у кого-то именно по работе складываются такие обстоятельства, что вам нужно куда-то переместиться, или как, может быть, вам двум, да, но вот как-то есть взаимодействие двух людей и одновременно дорог и обстоятельств, мои дорогие. И это придется сложить все в единый узор, и как будто без изучения, адаптации это не пройдешь. Что же еще для весов внезапно? А потому что для этого есть, знаете, не просто помощь высших сил, как мы часто говорим, шестерка пентаклей. Хочется сказать, что у кого-то, вплоть до того, что вы задумаете о семейном бизнесе. Или у вас, у двоих, вы еще какой-то партнер. Пусть даже если это не относится к личной жизни. Правда, может быть какая-то задумка, и здесь нам сразу говорят, вот не случайно солнце. У вас может быть каких-то два проекта. Или, знаете, какие-то две сферы жизни у вас в августе. Пусть это только где-то прелюдия, это не окончание, что-то будет продолжаться. Но это тот проект, который соединяет двух людей и приносит деньги. Открывает как новые возможности. И одновременно, может быть, закрывает лабиринты в вашей жизни и в жизни какого-то человека. Но то, что в вашей жизни какой-то лабиринт, он как шаг за шагом. Ну, вы сами как подходите к тем вратам, за которыми уже совершенно другая ваша история. Ну и деньги есть, деньги будут в августе. Перекладывайте на себя. Тут, кстати, помощь может быть по деньгам вам, мои дорогие весы. Помощь со стороны близких людей или тех, кто вас любит.
перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю вас за вашу помощь и поддержку, за то, что вы смотрите мои видео, пишите мне искренние комментарии, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, статьи по психологии и гороскопы, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы всегда.